чтобы наши дети и дети еще не родившиеся молодых людей, студентов, чувствовали себя хозяевами на этой земле. Белорусские дети хозяева на этой земле? Ну-ну. Что ж, Александр Григорьевич, пришло снова время поговорить про белорусских детей и конкретно про преступления в отношении белорусских детей, которые были совершены вашим ближайшим окружением. На мой взгляд, из всех преступлений против человечности, из всех особо тяжких уголовных преступлений отдельно стоит, пожалуй, выделить педофилию. Нет ничего более уродливого, мерзкого, жуткого, чем сексуальная эксплуатация ребенка взрослым, упивающимся своей безнаказанностью и властью над беззащитным маленьким существом. Декрет номер 18, подписанный лично Лукашенко, печально известный декрет. Дети, изъятые в рамках этого декрета, в народе зовутся президентские дети. Лукашенко лишил их родителей и семьи, украл их детство, но на этом не остановился. В 2016 году в Минске прошел суд, для широкой общественности прошедший почти незамеченно. Подсудимый некий Вячеслав Давыдович, бывший сотрудник милиции, обращаю ваше внимание, и бывший сотрудник администрации президента Лукашенко, а также бывший руководитель организации в помощь детям-сиротам. В ходе следствия установлено, что в период с апреля 2010 года по ноябрь 2012 он совершал действия сексуального характера в отношении воспитанников детских домов. Так сообщала об этом пресс-служба Следственного комитета. Скромный сотрудник милиции и скромный сотрудник администрации Лукашенко оказался вдруг владельцем коттеджа в деревне Зацень, это сразу за МКАДом, площадью более 1700 квадратных метров. С упомянутыми выше детьми в этом коттедже происходили страшные вещи. Так, в 2014 году была осуждена группа педофилов с условным названием «Велосипедисты». Эта группа вела тщательный учет своих жертв. По мнению оперативных сотрудников МВД и по заявлению одного из педофилов, их жертвами стали около 10 тысяч белорусских детей, преимущественно мальчиков в возрасте 7-14 лет. Велосипедисты базировались в гараже коттеджа сотрудника администрации Лукашенко Вячеслава Давыдовича. Удивительно, но в момент расследования следствие в упор не увидела организованную преступную группу педофилов. Поэтому на скамье подсудимых Вячеслав Давыдович был один. И мы все прекрасно знаем, в каких ситуациях следствие и суд в Беларуси внезапно слепнут и ничего не замечают. Когда в особо тяжких уголовных преступлениях замешано близкое окружение Александра Лукашенко. Хочу подчеркнуть, что уголовное дело по факту убийства художника Романа Бондаренко не возбуждено до сих пор. А педофила Вячеслава Давыдовича следствие явно выводило из-под удара. Мало того, известно, кто его всячески защищал и обелял. Это наш старый дружище, полковник милиции Николай Карпенков, который на тот момент возглавлял управление по наркоконтролю и противодействию торговли людьми. Да-да, это тот самый руководитель Губопика, который лично разбивал стеклянную дверь кафе «Аппетит» во время протестов. Это тот самый Карпенков, который фабриковал уголовные дела против ютуб-блогера Николая Зитка и других анархистов. Полковник милиции Карпенков приложил гигантские усилия, чтобы замять дело бывшего сотрудника милиции и педофила Давыдовича. Ну, такое полностью не замнешь, и Давыдович получил немыслимо мягкий срок для Беларуси. Всего 5 лет лишения свободы. То есть вы понимаете, да? Подросток, покуривший марихуану в Беларуси, получает 10 лет лишения свободы. За надпись на асфальте «Не забудем» в Беларуси дают 2 года лишения свободы. За сорванную с ОМОНовца балаклаву в Беларуси дают 2,5 года лишения свободы. А за сексуальную эксплуатацию тысяч малолетних мальчиков и целых 2 экономические статьи Давыдович получает всего 5 лет лишения свободы. И через 2 года выходит из тюрьмы. Но в этом деле есть и другие нюансы. Первый. Вячеслава Давыдовича осудили за действия сексуального характера в отношении воспитанников детских домов. Но при этом не возбуждено ни одного уголовного дела против директоров этих детских домов. Директоров, которые отдавали детей сотруднику администрации президента. Следствие их как бы не заметило. А ведь они не имели права это делать. Они несут персональную ответственность за детей в детских домах. Когда ребенок изъят и помещен в детский дом,
Именно директор детского дома, как представитель государства, является законным представителем этого ребенка. И как же так получилось, что дети, которые официально находились под защитой белорусского государства и чуть ли не лично самого Александра Лукашенко, стали жертвами педофилов и попали в сексуальную эксплуатацию? Второй нюанс. А ведь на скамье подсудимых также отсутствовали и клиенты, то есть те, кому педофил Давыдович поставлял малолетних мальчиков, изъятых из семей согласно декрета Александра Лукашенко. На скамье подсудимых отсутствовали и клиенты тех педофилов, которые прочно обосновались в гараже коттеджа Вячеслава Давыдовича. Ни одного клиента. Ни одного. И мы прекрасно понимаем, что это значит. Это значит, что эти клиенты дома бывшего сотрудника милиции и бывшего сотрудника администрации президента Вячеслава Давыдовича – это люди, приближенные к Александру Лукашенко. Это его самое близкое окружение. Конечно, интересный вопрос, почему тогда, имея такую крышу и такие связи, Вячеслав Давыдович все-таки попал на скамью подсудимых? По моему мнению, он или стал слишком много говорить, ну или попытался кого-то из окружения Лукашенко шантажировать. Поэтому ему немножко заткнули рот. Ну и, скорее всего, поменяли Давыдовича на кого-то еще более молчаливого. В 2018 году педофил Вячеслав Давыдович вышел на свободу. Дети, которые были в сексуальной эксплуатации и были изнасилованы в доме Давыдовича, сегодня уже совершеннолетние. Они молчат. Пока молчат. Педофилы во власти до сих пор на свободе.